Всем привет! С вами Елена, и это канал «Вот бы мне». Друзья, на нашем канале мы часто рассказываем про судебные иски от тех или иных адвокатов для победителей лотереи Green Card. Если у кого-то из них появляется новый иск или открывается донабор в старый, мы стараемся не пропустить эту новость и делимся информацией с вами. В одном из прошлых видео на эту тему я рассказывала, что у Ларри Глейзер и его жены Николет Глейзер появился так называемый wait-list для желающих присоединиться к иску, заполнив который вы получите уведомление на электронный адрес, как только откроется донабор или появится новый иск. Так вот, на днях на сайте появились те самые иски, о них сегодня и поговорим. Итак, поехали! Чтобы детально ознакомиться с исками и прочитать все самостоятельно, перейдите на официальный сайт адвоката, ссылку я, конечно же, оставлю в описании. На данный момент вступить можно в один из трех или даже в два из трех предлагаемых исков. Первые два, которые называются DV21 Problem Consulates Litigation 1.0 и DV21 Problem Consulates Litigation 2.0, скорее являются не новыми исками, а донабором в уже существующий иск, о котором я рассказывала в другом видео, ссылка на которое сейчас появится вот здесь и в описании. Более детально вы сможете ознакомиться с этим иском именно в том видео, а сейчас я расскажу только о небольших изменениях, которые появились для желающих вступить. Во-первых, изменения коснулись списка стран, из которых победители имеют право участвовать в исках. Его разбили на две части, и теперь в первый иск могут вступить те победители, чье интервью должно проходить в Албании, Казахстане, Молдове, Непале, России, Украине и Узбекистане, а во второй те, чье собеседование должно пройти в Эмиратах, Турции, Саудовской Аравии, Грузии, Армении и Литве. Так что смотрите внимательно, какой именно подходит вам и вообще подходит ли. Мы до сих пор не понимаем принцип выбора стран, ведь ситуация с проведением интервью в них абсолютно разная, но я лишь озвучиваю информацию, которая есть. Кстати, присоединиться к первому иску можно до 6 июня, а ко второму до 15 июня. Во-вторых, изменилась цена. Раньше присоединение к иску обошлось бы гораздо дешевле. Сумма первоначального взноса составляла $500 для одного человека и $800 для семьи, а в случае получения приглашения на интервью вам нужно было бы доплатить еще $350, независимо от количества заявителей. Сейчас же цены значительно выросли, и стоимость участия в DV 2021 Problem Consulates Litigation 1.0 составляет $900 первоначального взноса для одного человека и $1150 для семьи. И в случае получения приглашения на интервью нужно будет доплатить еще $350, независимо от количества заявителей. Для победителей, чья страна входит в DV 2021 Problem Consulates Litigation 2.0, цена еще выше. Первоначальный взнос здесь составляет $1500, независимо от размера семьи, плюс $350 оплачивается дополнительно в случае получения приглашения на интервью. Как и раньше, оплаченная сумма первоначального взноса является невозвратной, независимо от того, выиграет адвокат дело или нет, получите вы визу или нет. Я считаю это справедливым решением, ведь вас никто не заставляет участвовать в иске, и независимо от того, получите вы желаемое или нет, адвокаты все равно проделывают огромную работу. Да несмотря на то, что сумма выглядит внушительной, она все равно очень низкая, благодаря тому, что это коллективный иск. Услуги частного адвоката обойдутся в 5 или даже в 10 раз дороже, а гарантии того, что дело будет выиграно, все равно нет. Ну и, наконец, третий иск, который называется DV21 Regulatory Challenge Litigation. Это новый иск, и вступить в него можно до 15 июня. Данный судебный иск будет оспаривать неспособность правительства предоставить возможность прохождения интервью победителям DV 2021 в условиях глобальной пандемии. Адвокаты будут добиваться увеличения количества назначаемых интервью и возможности свободного переноса кейса в другие посольства, где работа идет быстрее. Присоединиться могут все победители DV 2021, которые заполнили форму DS-260 и отправили или попытались отправить сканы документов в консульский центр в Кентукки, независимо от того, сделали это самостоятельно или по запросу, и независимо от того, проверили их или нет. Присоединиться к данному иску могут даже те, кто уже являются истцами других судебных процессов о выдаче или резерве виз, так как исковые меры не пересекаются, судя по данным Глейзер. Однако, если вы являетесь истцом у другого адвоката, я рекомендую связаться именно с ним для уточнения этого вопроса. По словам адвокатов, этот иск отличается от всех остальных тем, что вместе с жалобой будет подано ходатайство судье о выдаче временного досудебного судебного запрета, который поможет ускорить судебный процесс.
А кроме того, на время этого процесса в случае выдачи досудебного запрета снять все процедурные ограничения назначения собеседований. Мне не совсем понятно, как это будет работать, а потому оценивать такой подход я не берусь. И все вопросы на этот счет советую узнать, связавшись лично с адвокатами в Твиттере или на прямых трансляциях, которые они нередко проводят в социальных сетях. Стоимость участия в иске будет составлять $500. Сумма оплачивается единоразово, и ее размер не зависит от состава семьи. Кроме того, если вы уже являетесь истцами некоторых других исков от Glazer, присоединиться к данному иску вы сможете бесплатно или со скидкой. Как и во всех других исках, сумма является невозвратной, независимо от вынесенного судьей решения. А поэтому вступать или не вступать в иск решать только вам и никому больше. На мой взгляд, исходя из того положения, в котором оказались победители лотереи DV 2021, судебные иски являются чуть ли не единственной возможностью добиться получения визы. Но гарантировать успех, конечно же, никто не может. Шансы того, что вы получите свою визу и без судебных исков, конечно же, есть, и, возможно, даже не меньше, чем если вы вступите в один или даже в несколько судебных процессов. Очень жаль, что мы все столкнулись с такими проблемами, но такова реальность, и с этим ничего не поделать. Так что, если у вас есть дополнительная информация на этот счет, или вы хотите поделиться своим мнением, обязательно пишите об этом в комментариях. Но я, как и всегда, буду держать вас в курсе событий и делиться всеми самыми важными новостями на тему лотереи Green Card и иммиграции в США максимально коротко и оперативно. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.